У меня в руках идеальный короткофокусный телеобъектив для портретной съемки с невероятной детализацией и высокой светосилой Canon RF 85 мм f1.2 L USM. Благодаря фокусному расстоянию 85 мм получаются снимки с естественной перспективой, а с помощью большой диафрагмы f1.2 можно проводить съемку в условиях слабого освещения, обеспечивая невероятную резкость и художественный эффект боке без потери качества изображения. Объектив специально разработан для беззеркальных камер Canon серии EOS R, о чем свидетельствует крепление RF, так что станет надежным спутником моей рабочей Canon EOS R6. В этом эпизоде вы увидите его распаковку, поделюсь первыми впечатлениями и расскажу, зачем его купил. Добрый день, меня зовут Сергей Прохоров-Кунцевич. Я фотохудожник, магистр издательского дела. На канале делюсь настройками беззеркальной камеры Canon EOS R6, постепенно раскрываю ее фото- и видеовозможности, рассказываю о своем фотооборудовании и в дальнейшем планирую говорить о фотографии. Если вам это интересно, подпишитесь на канал. Мне нравится, как оформлена линейка продуктов серии EOS R. Привлекает ее лаконичность и демократизм формы. Она чертовски привлекательна, несмотря на то, что черный цвет немного надоел, так как является консервативным и самым распространенным из-за своей универсальности. На моем экземпляре находится контрольная марка, подтверждающая, что продукт ввезен официально на территорию Таможенного союза и ранее не вскрывался. Возможно, у вас такая защита может вызвать улыбку. Но оказывается, не все так просто. Нашел особенность. Если вы захотите ее отделить, она расслаивается в шахматном порядке, тем самым оставляя свою часть на упаковке. Мягкий фирменный чехол в комплекте такой же, как у всех объективов L-серии. По опыту он защищает от пыли и случайных царапин при транспортировке. Когда используется, например, фоторюкзак, в котором удобно разграничить пространство специальными вставками, такой защиты предостаточно. Возможно, для нового объектива понадобится чехол с жестким основанием, на всякий случай. Для меня важно иметь технику, официально ввезенную в страну, так как это позволяет пользоваться гарантийным ремонтом и обслуживанием. Ваш выбор может отличаться от моего, но если для вас это также важно, то перед покупкой следует проверить серийный номер на официальном сайте Canon в разделе «Проверка серийного номера» и проследить, чтобы был заполнен гарантийный талон. Знаю, многие фотографы пренебрегают блендой, а зря. Именно этот аксессуар обеспечивает защиту передней части линзы объектива от прикосновения пальцев рук, веток, ударов, влаги и механических сотрясений, а в условиях яркого дневного освещения защищает от бликов и нежелательной засветки кадра. Объектив собран в Японии. Его качество сборки соответствует стандартам L-серии. Герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивают защиту от влаги, пыли и царапин. С обеих сторон он защищен крышками. Что касается пылезащитной, то она теперь имеет метку, поэтому зафиксировать не глядя, как мы это делаем с объективами для зеркальной оптики с байонетом EF, не получится. Размеры и вес у него впечатлительные. Максимальный диаметр 103,2 мм, а длина 117,3 мм с весом 1195 грамм. Диаметр фильтра 82 мм. Новое поколение объективов для системы EOS R имеет кольцо управления, которое позволяет с удобством настраивать один из основных параметров съемки. Так как это мой первый RF-объектив, еще не знаю, насколько удобно такое дополнительное управление и как его запрограммирую. Этой информацией поделюсь с вами позже. Максимальная диафрагма f1.2 для съемки в условиях слабого освещения и малой глубины резкости, а минимальная f16. Такой сверхвысокий светосильный объектив позволит создавать впечатляющие портреты.
Не стану себя ограничивать и попробую использовать этот инструмент в разных жанрах фотографии, где глубина резкости будет наиболее выигрышно раскрываться. Что касается фокусировки, то здесь используется ультразвуковой мотор USM, который в настоящее время обеспечивает самую быструю фокусировку в линейке Canon. На корпусе объектива расположены два переключателя. Первый позволяет устанавливать режим фокусировки, где AF – съемка с автофокусом, MF – ручная фокусировка. Второй переключатель задает диапазон расстояния фокусировки. Первое значение Full имеет диапазон от 0,85 метра до бесконечности, второе от 1,5 метров до бесконечности. После установки подходящего диапазона расстояний сократится фактическое время автофокусировки, так что использовать этот переключатель полезно. Не могу определиться, из чего изготовлен его корпус. Возможно, это поликарбонат или инженерный пластик, но он приятен на ощупь, имеет оригинальную форму, а также удобно лежит в руке. Моя рабочая камера Canon EOS R6 имеет суммарный вес вместе с батареей и картой памяти 680 грамм. Это почти в 2 раза легче объектива. Посмотрите, как выглядит комплект совместно с блендой. Меня удивляет, насколько он внушителен. Кстати, распаковку, а также информацию, почему купил именно ее в 2021 году, вы можете найти на канале. Разумеется, я не смог удержаться и сразу протестировал объектив. Сделал автопортрет. Честно скажу, был шокирован его быстрым автофокусом, резкостью, разрешением и детализацией. Посмотрел, как говорится, на все свои трещинки. Придется более осмысленно подбирать освещение, чтобы модели было лестно на себя смотреть, а не заплакать. Шучу. Подробнее о качестве фотографий, снятых этим объективом, буду рассказывать в обзоре. О том, как управляю камерой с помощью телефона и делаю автопортреты, вы можете узнать в отдельном видео на канале. Если у вас все-таки возник вопрос, зачем мне этот объектив, то отвечу просто. Я фотохудожник, в основном портретист. Мне хочется создавать портреты с высоким уровнем детализации, с естественной перспективой, получать резкие кадры, пользоваться премиальной техникой. Ведь самая широкая диафрагма этого объектива f1.2 обеспечивает эффект боке, который не могут создать другие объективы. С его помощью перейду на новый тип портретной фотографии, тем самым буду творчески расти и иметь конкурентное преимущество. Это не просто светосильное стекло, это все современные наработки компании Canon, поэтому такая высокая стоимость. В России с февраля по август 2022 года она поднималась до полумиллиона. На момент записи этого видео стоимость вернулась к дофевральской 240 тысяч рублей. Думаю, правильное решение инвестировать в объективы, так как камеры быстро устаревают, а надежные стекла служат десятилетиями. Например, у меня есть объективы, которые исправно работают уже более 11 лет. За это время поменялось 3 камеры. Планирую в будущем рассказать несколько историй о своих старичках, которые подключаю к EOS R6 с помощью оригинального адаптера крепления. О нем есть подробное видео на канале. Официальный интернет-магазин техники Canon уже долго извиняется за временное недостаточное наличие товара, поэтому я решил поделиться с вами небольшим советом, как можно приобрести оригинальную технику Canon. Для этого нужно зайти на официальный сайт Canon вашего региона, например, Беларусь, Казахстан, Армения, спуститься в блок нижней части страницы и зайти в раздел «Где купить». Там вы найдете официальных торговых посредников в вашей стране. Если вас интересует объектив Canon RF 85 мм f1.2L USM и камера EOS R6, обязательно подписывайтесь на канал, потому что в ближайшие годы буду использовать именно этот комплект и раскрывать его творческие фото-видео возможности. Чтобы узнать, как этот объектив сражается в бою, поддержите в комментариях, и я через некоторое время сделаю для вас полноценный обзор. С вами был Сергей Прохоров-Кунцевич. Пока-пока.